Встречаем на льду участников первой группы. Евгений Пузанов, Минск. Егор Коваленко, Воронежская область. Илья Мавлянов, Москва. Глеб Лутфуллин, Санкт-Петербург. Даниил Самсонов, Москва. Разрешена разминка. На очереди соревнования мужчин-одиночников в произвольной программе на Гран-при России в Омске. Заключительный день, когда происходит самое важное, когда определяются чемпионы, когда определяются призеры, когда мы видим, кто чего стоит на длинной дистанции. Длинные дистанции из двух программ, из 2 дней. Начнем с группы спортсменов, которые заняли места с последнего и по восходящей. Ну а первым будет кататься белорусский спортсмен Евгений Пузанов. Саундтрек из недавнего кинофильма французского «Граф Монте-Кристо». Прекрасная история, которую здорово рассказать в произвольной программе. Говорят, что когда родители Евгения подумывали о ребенке, то сразу решили, что если будет мальчик, назовут Евгением и отдадут фигурное катание в честь Жени Плющенко. Комментировать соревнования в мужском одиночном катании для вас будут Алексей Ягудин, Василий Соловьев и присоединившийся к нам Михаил Коляда. Привет, Михаил. Всем привет. Приветствую всех вновь любителей фигурного катания. Ну что ж, прекрасный был женский турнир. Огромное количество фантастически исполненных произвольных программ. А сейчас мужские произвольные программы. И, конечно же, все внимание будет в основном акцент на второй разминке. Но и в первой есть на что посмотреть, чем зарядиться и что впитать, и для своего развития в том числе. Да, некоторые спортсмены в том числе попали неожиданно в эту первую группу участников. Ну, кто у нас выступает в официальной части? Егор Коваленко, ученик вот этих прекрасных тренеров Александра Волкова и Юлии Недосекиной. В Апрелевке тренируются они. И представляет Егор Воронеж. Владеет он четверными прыжками на этом турнире. Посмотрим, как он будет выступать. Не в первый раз мы его видим. Ну, пока последний результат. Илья Мавлянов вместе с олимпийской чемпионкой Юлией Липницкой и призером чемпионата Европы Денисом Хадыкиным тренируется он в «Ангелах» Плющенко. Ему 16. На Гран-при в Казани был 8-м. Ну, здесь вот пока 9-й. Состав здесь довольно-таки крепкий, я бы даже сказал, максимально крепкий из возможных на Гран-при, наверное. Алексей Ягудин вчера вычислял, что здесь 4-ка чемпионата России у нас находится. Прошлого сезона. Вот один из спортсменов, которого мы совершенно спокойно могли бы видеть во второй группе участников. Глеб Лутфуллин, ученик Алексея Мишина. 3-м был в Казани. Такое у него катание непростое. Непростой и спортивный путь, потому что, конечно, мы вчера наблюдали в прямом смысле этого слова дискомфорт
в исполнении короткой программы Глеба. Он был, правда, не тем спортсменом, к которому мы привыкли, но есть ряд причин. Я думаю, Миша чуть позже, возможно, озвучит их. Миша решил ничего не озвучивать сегодня. Такой будет молчаливый комментатор. Ну, будем догадываться тогда Тогда сами. будем надеяться на меня. Этого я и боялся. Эмил Самсонов завершит эту группу участников. Он перешел тренироваться к Светлане Соколовской, которая работает в Академии Татьяны Навка. Школа «Наша надежда». И вот Станислав Захаров на ваших экранах, один из его тренеров, дает ему наставление. На Гран-при в Красноярске был 7-м. Он студент, учится на тренера по фигурному катанию. Я имею в виду Даниила. И видите, какая у него группа поддержки. Активная, энергичная. Все пришли с подарками. Подарки все завернуты в целлофан, для того, чтобы не оставлять ничего на льду, чтобы не было никакой опасности. Здесь все люди собрались. Вот я даже не знаю, здесь вообще случайные люди есть. Мне кажется, здесь все максимально посвящены и погружены в фигурное катание. Все знают и все понимают, судя по тем аплодисментам, которые мы слышали, там на какие-то элементы совершенно неочевидные. Миш, в танцах на льду, когда там для простого человека не всегда понятно, где элемент заканчивается, где начинается... Там для нас-то непонятно многое. Трагедия, А да. потому что люди начинают разбираться именно потому, что у нас очень большая география наших соревнований. Но скажу так, точно лишних людей в этой арене нет, потому что в основном акцент здесь сделан на хоккее. Поэтому здесь только те люди, которые безумно любят фигурное катание. Для исполнения произвольной программы на лед приглашается Евгений Пузанов из Евгений Беларуси, Пузанов. выступающий вне конкурса. Его музыка — это саундтрек из фильма «Граф Монте-Кристо. История сладкой мести». Ученик Олега Васильева и Елизаветы Анихимовской.
Евгений Пузанов, Республика Беларусь. Очень тонкая, проникновенная, такая медленно развивающаяся программа, вот, в которой он рассказывает эту историю. К сожалению, не подкреплена была сегодня она всем спектром элементов. Но вот у нас тут был спор с коллегами, какой рост у Евгения Пузанова. Выше ли он Ивана Лайсичка или ниже? Выяснилось, ниже, 185 Ну, все началось с того, сантиметров. что просто я говорю правду, он огромен на льду, особенно когда ты находишься в пару метрах от ледового пространства. Он, правда, очень высокий спортсмен, отсюда, собственно, даже не спор, а просто стало интересно. Это выглядит очень зрелищно, когда такой мощный фигурист находится на льду. Да, по сравнению с нами, с Мишей. Возвращаюсь к выступлению. Знаете, поскольку это граф Монте-Кристо, на мой взгляд, я не раз смотрел и различные абсолютно, разные производства Да, этой разные истории. экранизации. Экранизации, да. И у меня ощущение, что вот как бы этот персонаж еще пока в заточении. Он еще не обрел свободу, не нашел выход. И, собственно, не пошло развитие. А мне так показалось, что как раз вот это вот заточение, о котором ты говоришь, Алексей, это было только в первой части программы, а потом, когда закончилась вся прыжковая часть, в целом он начал раскрываться, и, в общем-то, есть хорошие нотки, есть перспективы для того, чтобы дальше, чтобы вся программа звучала так же, как и «Дорожка шагов». Ну вот, Федерация фигурного катания Республики Беларусь приняла решение не экспериментировать с мужским одиночным катанием и приняла решение, что только представители женского одиночного катания будут представлять эту страну на зимней Олимпиаде, которая состоится уже совсем скоро, в начале следующего года в Италии. Так что здесь у Евгения есть только возможность... Если у Набирать Виктории мастерство. Сафоновой, да, конечно, есть Совершенствоваться возможность дальше. почувствовать себя, как это будет, то у Евгения, наоборот, это просто продолжается сезон. Вчера игрушек столько накидали, моя собака будет в восторге. О, Ну вот собака будет в восторге. собакам еще никто Всем привет привет. не передавал в трансляции. Если кто-то смотрит. Если кто-то смотрит, все Груша. смотрят. Смотрит олимпийский Света. чемпион Алексей Всем привет. Ягудин, призер Олимпийских игр Михаил Полная Коляда. Агриппина. Все смотрят. Вся Россия смотрит, и вся Беларусь смотрит. Все мы смотрим, очень внимательно. Судьи смотрят. Мне даже вчера кто-то написал, спросил, какая правда. И какая? Он меня не слышит. Вредная, конечно. Ну, очень разговорчивый спортсмен. Да, его хореограф Николай Морошкин и Олег Но они уже Васильев. обсудили дорожки. Да, они уже быстренько все проговорили. Сидят, молчат, а спортсмен... Ну, по крайней мере, Евгений Пузанов знает, что его слышат, потому что многие спортсмены Омск, вы начинают лучшие. шептать, что-то О. говорить, как будто не услышат. Омск, вы лучший, сказал Женя. Ну, а мы, кстати, поздравляем очередного раз Олега Васильева, у олимпийского чемпиона. Вчера был день рождения. Евгений Пузанов набирает 139,97 балла. 139,97. Результат Евгения Пузанова и 212,71 по сумме двух программ. Спасибо и вам, Евгений. Воронежская область. На льду Егор Коваленко, представляющий Воронеж, работает в Подмосковье с Юлией Недосекиной и Александром Волковым. «Мое тело – это клетка», гласит название его трека сегодня. Ну что ж, оценки судей именно этой клетки и ставят. My body is a cage that keeps me from dancing with the one I love. My mind holds the key. My body is a cage that keeps me from dancing with the one I love, but my mind holds the key.
My body is a cage that keeps me from dancing with the one I love. My mind holds the key. My mind holds the key. My mind holds the key. I'm living in an age that calls darkness light. Though my language is dead, still the shapes fill my head. I'm living in an age whose name I don't know. Though the fear keeps me moving, still my heart beats so slow. My body is a my body is a cage. Mind holds the key. Ой, ну вот здесь читаю. My body is a cage. Мое тело — это клетка. Ну, такое ощущение, что сейчас весь талант и вообще все, что может спортсмен, Егор, все было в какой-то такой клетке. И прозвучали еще слова в музыкальной композиции «Darkness», в переводе, да, какая-то темнота. Но, правда, очень тяжелое впечатление осталось после этой программы. Вполне возможно, если бы не вот эта случайность, которая произошла буквально вот в метре, если не меньше от нашей комментаторской позиции, когда Егор только заходил на свой первый прыжок, который должен был быть. Четверным Сальховым. Надо, говорит, тренироваться на футбольном поле, говорит тренер, Ну вот, а не на хоккейном. причем он споткнулся здесь, задев бортик, потом еще вот чуть не снес камеру, когда поднимал. Ну вот, это повтор. Оп, Он все-таки, видимо, пытался выбраться из этой клетки. но не И вот смог. чуть-чуть, да, не рассчитал. Потому что здесь арена на 2 метра уже, чем обычная стандартная. И действительно, многие спортсмены жалуются на то, что им неудобно прыгать. Еще вдобавок для своей программы произвольно он взял такую Очень композицию, сложно. которую, ну вот, и на высоком-то уровне трудно прокатать и вытянуть, да. И Егор, ну, не побоялся, не постеснялся, но сегодня, конечно, это было тяжело. Ну, череда вот таких неудач, которые мы сейчас видим на видеоповторах. Прям грядка двойных элементов в самом начале, но потом вот такой всплеск, как будто так хозяин этой птички приоткрыл клетку, тряпочку с нее снял, посмотреть, а там вообще все в порядке. И А вот там все в порядке. там все в тройной лук, порядке. тройной тулуп во второй части программы. А там орел. Замечательно. А там А там действительно орел. орел. Там действительно боец, потому что мы видим, как тройной луц, двойной аксель, тройной тулуп. Это прям сложно. Это во второй части программы было сделано. Такая программа
волнами. То есть он волновался вместе с нами, и волна пошла вверх, волна пошла вниз, и Вы ничего заметили? страшного, такое бывает. Конечно, в Магнитогорске прокат был чуть лучше. Ну, он там рисковал, по крайней мере, на Да, и он четверные. там Они пошли в зачет. 135-54 набрал. Думаю, что сейчас, конечно, оценки будут чуть ниже. А вы заметили, какое спокойствие? Такая тишина воцарилась здесь. Мама, папа, бабушка, дедушка, всем привет. Он получает 126 баллов. Не так. Не намного меньше, чем это было у него в Магнитогорске. И 185 по сумме двух программ. Ученик олимпийской чемпионки Юлии Липницкой готовится исполнить произвольную программу. Илья Мавлянов выступает пока без четверных, но у его катания есть и другие положительные аспекты. Илья Мавлянов, Москва. What's stopping you? Are you too tired? Didn't get enough sleep? Don't have enough energy? Don't have enough time? Is that what's stopping you right now? Don't have enough money? Is that the thing? Or is the thing that's stopping you, you?
вот так нужно было кататься и в Казани, где он выступал, и вчера в короткой. И тогда сейчас бы он был бы не только во второй группе, но и ого-го. Прекрасное катание, очень Замечательное. уверенный, хороший, перспективный парень. И мне понравилось, что его выводит Юлия Липницкая, совсем недавно выводившая Анну Лишенко, тоже, можно сказать, вчерашнюю юниорку. А сегодня здорово, классно, очень такой душевный прокат с напором. Напор, по мне, ощутим был в музыкальной композиции. Но если мы, конечно, отталкиваемся от того, что вчерашний юниор и только начинает свой, мы надеемся, долгий и успешный спортивный путь во взрослом катании, то, скорее всего, можно сказать, что да, хватило всего. Но, конечно, все-таки хочется немножко иного. А я все-таки хочу похвалить Илью, потому что сегодня и прыжки были как-то легче. И, в частности, вот первые акселя, которые ему не удались на своем первом этапе, он сегодня энергию направлял вверх. А вчера в короткой программе вниз. В лед. Вот это вот тоже Чуть более интересный подробно момент. то, что ты сказал, Очень да. музыкальный парень, прям вот четко все в акценты делал. Тройной здесь- луз, тройной тулуп, кстати, тоже намного увереннее, чем вчера в короткой программе. Ну вот по поводу докрута, в принципе, все плюс-минус было сделано на ура. Все было докручено. Да, вот, но все-таки на Луце ребро прям четкое, другое, внутреннее. ну оно и в Казани Должно быть таким все-таки же было. наружнее. Но ничего, то ли еще будет. Ну, как-то под нарастающей все шло. И вы знаете, когда полпрограммы произвольной прошло, то опять такой очень тяжелый осадок на тот момент оставался. А вторая половина, конечно, она была по восходящей. И такое ощущение, что именно такому спортсмену, именно даже не спортсмену, а человеку с таким восприятием Илье нужна музыкальная композиция, которая бы его заводила и добавляла бы энергии, а немножко не придавливала. Вот два участника у нас уже откатались, и оба берут такие композиции, которые давят. Казалось бы, помоги себе. Ну, у них какое-то вот свое видение на данный момент. Тем не менее, 202 балла по сумме он набирает, позицию свою сохраняет. Что ж, может быть, она и зазвучит еще, эта программа. По-настоящему. А на льду Глеб Лутфулин в короткой программе. Неожиданно сильно он отстал от лидеров. Сегодня его программа на музыку из «Крестного отца». Расскажет нам эта программа о том, как земля горит под ногами, когда тебя настигает невосполнимая потеря. Brucia la luna in cielo e io brucio da morire. Fuoco che si consuma come un lume cori. L'anima che piange, addolorata, non si dà pace chi sta in una mala lottata.
passa, ma non aggiorna, non c'è mai soli, si da non torna. Brucia la terra mia e brucia lume cori, chi si ti dà qua da io, si ti dà mori, a tu la canto, la me canzoni, se non c'è nudo casa faccia lu barconi, se non c'è nudo casa faccia allu barconi. Глеб Лутфуллин. Ну, вот как выступление сегодня сложилось головокружительным тоже образом. Есть и комбинация прыжков, которые стоят 20 баллов. Ну, если там не найдут только недокрутов каких-то. А есть сорванные какие-то элементы, которые от него не ожидаешь. Ну, выговорись, Миш, выговорись наконец уже. Да, я знаю, почему, собственно, Глеб сегодня на этом турнире вот в таком состоянии, но Алексей Николаевич Мишин попросил не распространяться. А поэтому... я, кстати, узнал у других источников, не от Алексея Николаевича Мишина. Мне вчера в кулуарах сказали, что действительно восстанавливается после очень серьезной болезни. Вроде бы, могу быть абсолютно неправ, но судя по тому, что мы видели во вчерашнем прокате короткой программы и сегодня в произвольной, то есть как бы спортсмен, ну, видно, что очень тяжело, правда, очень тяжело ему. И он в какие-то моменты, то есть когда просто случайно срываются элементы, ты продолжаешь программу, а здесь прям останавливался. Ну, прежде всего, он выполнял задачу попадания на чемпионат России. И, в общем-то, с этой задачей он сегодня справился. Да, конечно, не блестяще, не идеально. Были падения с четверного тулупа, с четверного сальхова во второй части программы. Но совершенно замечательным образом сделал длинную комбинацию четверной сальхов, двойной аксель, тройной ридбергер. Да, это такого очень круто. точно никто еще не делал. Да, вот, к сожалению, есть вопросы по непрыжковым элементам. И мы видим сейчас, как тяжело дышит Глеб в Кисенкрай. Но ничего страшного, до чемпионата России еще есть время, чтобы восстановиться, доработать и показать свой максимум. Ну и понятное дело, что мы вновь повторяем, уважаемые телезрители, что огромное количество баллов могут потеряться не на очевидных срывах, а на таких простых и, казалось бы, для вас элементы, как вращательные элементы, дорожки шагов. И здесь мы видим действительно только первые уровни практически, да, не практически, а везде, кроме дорожки шагов. Кроме первого вращения. Да, мы видим, что первого уровня, но когда у тебя нехватка сил на прыжки, то и ты начинаешь как бы компенсировать где-то, экономить. И все равно я Глеба хвалю, что он не снялся, потому что такой вариант тоже был. И он всегда остается. Но он выбрал сегодня отработать. Ну вот про снятие я не слышал. А вот я слышал. Вот. Да, спасибо Глебу, что не снялся. Единственное, и очередной вопрос. Либо пробуют свои силы, но если спортсмены выходят из тяжелой болезни, ему, правда, очень тяжело, зачем рисковать? Можно спокойненько с одним сальховым, с любимым для Глеба прыжком откатать произвольную программу и получить гораздо больше. И даже, возможно, уповать на то, что другие будут срывать. А вот смотри, Миша, здесь появляются на последних двух вращениях. Да, недочеты на последних двух вращениях, не хватает позиции, и, соответственно, он теряет огромное количество баллов. За последнее вращение 1.53, за предпоследнее 1.88. И это два комбинированных вращения, одно сделанное с прыжком. То есть, действительно, на этих элементах можно было бы набрать... Баллов 10. 8 точно. Но это, вы знаете, когда
есть программы, есть какие-то небольшие недочеты, то это как будто вот почистить комнату, убрать то, что набросано сверху. А здесь уже такой должен быть мастер-клининг, такая уборка, и чтобы и предметы располагались на своих местах. Надеемся, что к чемпионату России все будет на своем месте. На данный момент он впереди, 210 баллов, но у нас еще будет катание целых 7 спортсменов. На лед приглашается Даниил Самсонов. Москва. Даниил Самсонов из тренерского коллектива Светланы Соколовской. 7-й после вчерашнего, ну, как, впрочем, и в Красноярске. Пока разрубить этот узел не получается. Катается под трек группы Animals «Дом восходящего солнца».
почему, Даня, ну почему? И тот же самый вопрос сейчас, скорее всего, задает Светлана Соколовская. Ну почему? Ну вот и даже этот вопрос задает сам Даня самому себе. Ну как так? Ну каждый раз плюс-минус одна и та же история. Имея абсолютно все. И в плане презентации, в плане техники. И вот такие нелепые порой ошибки. Я понимаю, можно сорвать что-то. Ну, бывают срывы. Мы все живые люди. Но опять же, уже убрали четверной луц из произвольной программы. А он есть, и причем он спокойно может его выполнять на тренировке. Попробовали немножко с другой стороны зайти. И вновь такое прекрасное начало произвольной программы с четверным Сальховым. И затем тут же тот же самый прыжок. Ну вот просто обидно, потому что парень мега талантливый. Обидно, конечно, но все-таки хочется его поддержать, подбодрить. Да, тем не менее, программа не рассыпалась, он не опускал руки, и он все-таки боролся до самого конца. Но он и эти руки не поднимал. Неправда, он поднимал руки, и все было замечательно. Стартовый четверной Сальхов с прекрасным длинным выездом, двойной тулуп. Ну вот даже Чуть-чуть здесь, ну вот уже... Ничего страшного. Да, к сожалению, второй он просто, опять же, поторопился, пролетел как бы мимо прыжка. Тем не менее, вчерашний неудачный тройной аксель сегодня был выполнен аж в двух вариантах. Двух штук. Да, в количестве 2 штук. Причем, насколько я знаю, мне Светлана тоже делилась этой информацией, что тройной аксель не очень стабильный элемент. Скажем так, не то, что стабильный или нестабильный, а именно неудобный при исполнении. Поэтому специально из кораблика, чтобы вот как-то не то, чтобы упростить, но как бы отвести твое мышление от потенциально сложного элемента. Алексей Николаевич Мишин говорил вообще, прыгать неудобно. Это интересная, да, мысль? Да, в общем, прыжки делать неудобно. Но конечно, когда удобно у лежать. Дани все это получается, это и выглядит удобно. Да, конечно, вот этими жестами он дает понять, что Как мог будто бы программа лучше, еще конечно, не бы мог закончилась. лучше, но Да. классный, талантливый спортсмен, Привет. потрясающее вращение у Димка него. Алиев, спасибо за поддержку. Всем Вот. спасибо за Дмитрий поддержку. Алиев благодарит за поддержку. Мы Диму тоже Маркел, помним, Гришаня. поддерживаем и всегда ждем на наших соревнованиях. Поменьше, чем в Красноярске он получает, но позицию свою он сохраняет с результатом 217,69. А впереди катание еще 6 спортсменов в разминке сильнейших. Встречаем на льду участников второй группы. Никита Сарновский, Москва. Арсений Дмитриев, Москва. Андрей Мазалев, Москва. Владислав Дикиджи, Санкт-Петербург. Евгений Семененко, Санкт-Петербург. Петр Гуменник, Санкт-Петербург. Разрешена разминка. И вот она, вторая группа участников Гран-при России по фигурному катанию в Омске выходит на свой пик. Это абсолютно точно то, что происходило вчера в короткой программе в мужском одиночном катании. Было что-то невероятное и по уровню техничности, и, конечно, по компонентности, и потому, что демонстрировали фигуристы, и то, чего они не смогли продемонстрировать по тем или иным причинам. Поэтому сейчас максимально напряженная обстановка на разминке. Следим, смотрим, кто что прыгает, кто в каком состоянии находится. А первым будет кататься ученик Плющенко Никита Сарновский. На этом турнире он, по крайней мере, в группе сильнейших, потому что абсолютно очевидно было, что он может забраться повыше. На предыдущем этапе ему это не удалось, но сейчас он был молодцом и вот готовит 3 четверных тулупа для исполнения, 3 четверных прыжка для исполнения в своей произвольной программе, а Евгений Викторович сегодня в пиджаке.
настоящий тренер. Леш, настоящий тренер должен быть в пиджаке? Или он должен... что отличает? Или в шубе сразу? Очень сложный вопрос, но я думаю, что любой тренер, любой педагог, акцент его работы заключается в результате. Я думаю, что любой тренер мог бы поменять любую одежду на что угодно. Самое главное, чтобы его ученик был бы кристально чистым на соревнованиях. Я думаю, что здесь даже тренеры не думают о том, как они выглядят и что вообще происходит. Ну, где-то. Но процент этого мышления совсем низок. Слова, Но Алексей, главное это те слова. люди, которые стоят, вернее, разминаются сейчас во время 6-минутной разминки. Арсений Дмитриев катается следующим за Никитой Сарновским. Ему 20 лет, он из школы Терри Тутберидзе, где катается уже больше года. Вслед за ним, кстати, Арсений единственный, кто не выступал на предыдущих этапах. Мы его здесь увидели впервые. Андрей Мазалев будет кататься вслед за ним. Чемпион мира среди юниоров 2020 года. Бронзовый призер чемпионата России 2022 года. Андрей Мазалев четвертый после короткой программы. И вот в очередной раз четвертый. И вот буквально, казалось бы, шажочек, да? Но кто там эти первые трое? Попробуй к ним подступись, быть рядом с ними четвертым. Тоже очень серьезная нагрузка. Но никогда нельзя отступать, сдаваться. Нужно сжать любых лидеров до конца. Рано или поздно кто-то даст слабину. Тем не менее, болельщики, и мы в том числе, желаем удачи всем. И, конечно же, никто не хочет, чтобы кто-то дал слабину, а чтобы все катались максимально чисто. И судьи судили максимально чистое, максимально насыщенное катание. Такое может пообещать и Владислав Дикиджи, который занимает третью позицию и будет кататься вслед за Мазалевым, и Евгений Семененко, который на второй позиции, и Петр Гуменник. Владислав тренируется у Олега Таурова в Санкт-Петербурге. Количество побед и у Владислава, и у Евгения, и у Петра огромное количество. И здесь уже вопрос не в статистике, да, а в том, что они нам сегодня представляют, как они это представляют. Ну и в частности, вот что сейчас ребята делают на разминке. Вы знаете, мне очень нравится тот стиль, который показывает Влад Дикиджи. Я плюс-минус вот в том же ключе работал. Это когда, вы посмотрите, все как-то бегают, какая-то россыпь тех или иных элементов. Вот опять Петя Гуменник, еще четверной прыжок. А Влад плавно просто передвигается из одного угла в другой. Потом спустя энное количество секунд заходит, да, тоже выполняет. И был уже четверной луц и тройной аксель. Вот сейчас просто встал и по центру льда. И что он делает? Имитирует всю программу. Имитирует программу, да. То есть это показывает его спокойствие. А соответственно оттуда выплывает то, что он абсолютно... практически без нервов, а значит, все с прыжками у него в порядке. Он чувствует эту уверенность. Но в противовес моим же словам, тот факт играет, что порой просто человеку нужно вот так произвести миллиард этих прыжков во время разминки для того, чтобы почувствовать себя разогретым и готовым. И это отнюдь не говорит о том, что он чувствует себя дискомфортно именно в плане прыжковой части. Ну да, в частности, вот Петр Гуменник сейчас делает прыжки один за другим. И это объяснимо, потому что он катает под заключительным стартовым номером, и у него очень большой перерыв по времени между 6-минутной разминкой и выступлением. И, в общем-то, тоже грамотно подходит к подготовке к прокату. И ему нужно, как говорится, устать, чтобы потом взять паузу, немножко которая восстановиться. Да. Сейчас идеальный просто четверной флип у Пети. Буквально 5 секунд остаются до окончания этой разминки. Плотненько очень. Никиту Сарновского настраивает Евгений Плющенко. И, слава богу, перед Никитой никто не будет кататься, как на предыдущих, в той короткой программе и предыдущей короткой программе, когда как будто сбивали ему настроение. Подними глаза,
смотри на публику и делай то, что ты умеешь делать так здорово. Желаем ему тоже удачи. Всем пожелаем удачи, но начнем с Никиты. На лед приглашается Никита Сарновский. Сегодня в разминке сильнейших 2 гладиатора, а если считать комментаторскую позицию, то и 3. Первым под музыку из этого фильма Ридли Скотта катается Никита Сарновский. Честно говоря, турнир на арене в Омске не уступает по драматизму самым суровым древнеримским соревнованиям. Ну, поздравляем Никиту с завершением этой Как и в Москве. произвольной программы. Но мне кажется, круче, чем в Москве. Спасибо, что живой.
это было в Москве здорово. он с меньшим количеством элементов и дел еле доехал, а здесь прибавил. Ему даже не хватило сил сделать вот этот в конце победоносный жест, потому что он всего себя без остатка здесь оставил. Да, но на данный момент, все-таки именно скольжение, само ядро фигурного катания, это не особо сейчас на данный момент конек Никиты. Но есть прыжковая часть, которая, безусловно, подтащит оценки и баллы наверх. Но вот именно соединительные шаги, работа корпусом, ну и, конечно, эта разница не должна быть настолько очевидна, когда начинаешь на все 100%, заканчиваешь, как и в реальности у гладиатора, ты выходишь победителем, но, к сожалению, травмы несовместимы с Но 2 жизнью. недели подряд человек выступает, начало сезона. Ну, Василий, у него, это видимо, пик не имеет подальше никакого будет. значения. 2 турнира подряд, 5 турниров в начале, в В конце. рамках этого турнира, может быть, и не имеет, а в рамке жизни спортсмена, может, и имеет. Все-таки прям загасили парня. Нет, Я хочу нет, его наоборот. похвалить. Совершенно Кто замечательные загасил? прыжки. Я поддерживаю Алексей. Никиту. Вообще потрясающе. Вчера, Красиво послушайте, прыгал. Что я говорил, что это прям вот здесь носился как метеор на льду, и такие прыжки. Просто громаднейшие. чуть-чуть не хватило его на вторую часть программы. Да, конечно, когда закончилась прыжковая часть его программы, да, он понял, что вот она, финишная черта, и там он просто уже дожимал, терпел из последних сил. В принципе, это круто. У меня лично вызывает это восхищение каждый раз, потому что человек вот через «не могу», он все равно делает. Просто через «не могу» все равно не сделаешь 3-й уровень дорожки, правильно? Ее можно только уже дотерпеть. Но нет сил у человека, что тут делать? Ну, все-таки я бы сделал скидку на то, что это вчерашний юниор и первый Тем сезон по более. взрослым. Вон какие Очень здоровые достойно. все мужики здесь катаются. Достойно, согласен. Академия, Яна Александровна, Саня, мама, папа, Кира, Дима, Макар, Маша, Кирилл, Софа. Но здесь хотя бы очевидно то Всем направление, в большое котором спасибо нужно за поддержку. работать. Это вот все то, что не прыжковое. И очевидно то, что оно делается. Делается, точно. Потому что Евгений Викторович очень грамотный специалист. И если прыжки есть, доделать вращения и дорожки — это гораздо проще. На это просто нужно больше терпения выделить на тренировках. Да, терпения не всегда хватает. Кстати, о том, о чем говорил президент Федерации фигурного катания России Антон Сикорулидзе, олимпийский чемпион, что сейчас тенденция немножко сломать то, к чему мы привыкли. А привыкли прыгать. Все-таки и мировое фигурное катание старается сейчас больше следить за именно непрыжковой частью. Да, потому что, конечно, сделай ты все замечательно, на хорошем уровне, оценка будет сильно выше. На 11 баллов больше, чем неделю назад он получает за свою программу. 11 баллов, сами понимаете, на дороге не валяются. 240 его общая сумма и наш ориентир на данный момент. На лед приглашается Арсений Дмитриев. Арсений Дмитриев из школы «Хрустальный» будет кататься под трек британской рок-группы Muse. «Я жил во мраке», поется в ней. Метафора прошлого сезона. Пора выходить на свет. Have lived in darkness for all my life. I've been pursued. You'd be afraid if you could feel my pain, and if you could see the things I am able to see. Break me out, let me flee. Break me out, set me free. I
And if you could feel the things I am able to feel, break me out, let me flee. Strung out, falling from the big time. Oh, welcome to the infinite black skies. Brain cleanse, fractured identity. Fragments of scattered debris. Fall down, learn when to count it out. Or prop me up before I black out. Or withdraw before you're out of time. A clean slate and buried war crimes. You've been bitten by a true believer. You've been bitten by someone who's hungrier than you. You've been bitten by a true believer. You've been bitten by someone's false beliefs. Отличное выступление у Арсения Дмитриева. Под аплодисменты не только от зрителей, но и от специалистов, таких как Михаил Коляда. Он завершает свое выступление вращением 4-го уровня. Ну, так, это же процесс очень важный, то, что мы сейчас видим прямо на этом катке. Да, важный и очень длительный. Это вот скорее как путь самурая. Потому что 2 года назад мы наблюдали за этим спортсменом. И сейчас... Шедевральный каскад. Одинарный, тройной, двойной. Да, показал шедевральный каскад. Ну, почему так, в общем-то, вышло? Потому что боролся. Просто вот боролся, не хотел не отдавать. Да, конечно, были ошибки. И вот это вот единственное темное пятно, одинарный аксель в комбинации с тройным акселем. Ну как начал-то? 4-3, высоченный, ровный. Просто не придраться. Четверной Сальхов. Тоже очень уверенно, классно. Тройной флип. И вот единственная такая грубая ошибка в первой части программы. Так называемая бабочка, срыв. И потом надо было немножко побольше взять паузу между прыжками. И я уверен, он бы сделал. Но во второй части программы 4-2. То же самое, без вопросов. Из ниоткуда, я бы даже так сказал. Казалось бы, что нет столько сил, а оказалось, там еще есть и на четверной, и еще и на остаток программы. Еще на один тройной аксель, а потом еще и на луз. С физической формой все в порядке. Ну, видно, что спортсмен такой мощный и выбрал как бы мощную такую тему для этой произвольной программы. Она очень объемная. Мьюз, группа Мьюз, это, конечно, неискончаемый поток и философии, в том числе энергии. И, конечно, очень сложно выступать по такие объемные композиции, но здесь вот я абсолютно с тобой согласен. Все импонировало. Единственное, что, конечно же, презентация именно сама, интеграция в сам процесс. Не поверхностное исполнение того или иного, а именно глубочайшее проникновение и интеграция. Ну, точно так же, как у Никиты Сарновского. Да, абсолютно плюс-минус одни. Наберет. Главное, что прыжки уже есть. Да.
И он второй в произвольной программе. И по сумме баллов тоже пропускает вперед уже упомянутого вами Никиту Сарновского. На лед приглашается Андрей И снова Мазалев. четвертый Андрей Мазалев. Даже в соревнованиях бабочек он проиграл DKG накануне. Но его катание обожает публика. Запоминающиеся постановки, скольжения, свой стиль программы Андрея остаются в сердце. Почти как пуля Джеймса Бонда. I should have known I'd leave alone. Just goes to show that the blood you bleed is just the blood you owe. We were a pair, but I saw you there. Too much to bear. You were my life, but life is far away from fair. Was I stupid to love you? Was I reckless to love? Was it obvious to everybody else that I'd fallen for love? You were never on my side. Fool me once, fool me twice. I did for paradise. Now you never see me cry. There's just no time to die. I let it burn. Another lesson to learn that I've fallen for a life. You were never on my side. Fool me once, fool me twice. I did for paradise. Now you never see me cry. There's just no time to die. There's just no time to die. Bond. James Bond.
Как в морском бою ранен, но не убит. Есть еще время. Есть время еще до чемпионата России, до самого главного сражения этого сезона. Смотри, как любят Андрея Мазалева болельщики. Все усыпали игрушками, и очень много работы для тех девчонок. Кстати, на них совсем мы не обращали внимания на этом турнире, которые подбирают эти игрушки. Их очень много, они все милахи. Ну вот как Даниил Самсонов, тоже достаточно талантливый спортсмен. И чемпион мира среди юниоров, и был даже в тройке чемпионата России. Но вот постоянно что-то является камнем преткновения. И что-то вот мы не понимаем, что это. Это как в этом меме, а если бы знали что, да, то но мы все равно не знаем, что это. Начал замечательно свою произвольную программу с четверного Сальхова. Конечно, там был небольшой недокрутик. Затем 4-3 тулуп-тулуп. И казалось бы, вот сейчас он набирает. Но вот, к сожалению, с тройного акселя падение. Он просто вот пролетел, и мы видим, как Арсений Дмитриев, его как бы сокомандник, тоже переживает. И, кстати говоря, прыжковый контент очень похож, что у Арсения, что у Андрея. Ну, что получается и у Сарновского тоже, плюс-минус. Да, ну вот сегодня пока ну, вот Никита здесь обидно. Сарновский чище всех катает, и, естественно, он будет повыше. Кстати, но напоминаю, очень... что... А ты помнишь, Миш, еще и четверной флип в исполнении Андрея Мазалева? Да, помню. Ну вот больше его нет. Ничего страшного, потому что в группе Терри Тутберидзе работают очень грамотные специалисты. Видимо, они приняли такое решение не просто так. Все-таки интересные программы у Андрея в этом сезоне. И Backstreet Boys в короткой, и Джеймс Бонд в произвольной. И это все-таки двигает его вперед как спортсмена, как артиста, прежде всего. Знаешь, я вот сейчас подумал, что когда Андрей на льду, он откровенный. Правда. Он живет. И действительно нет ни капли фальши в его движениях, и все доделано, все четко. Прекрасные вращения. Да, единственная вот дорожка второго уровня. Ну, это уже, как сказать, такие мелочи. Ну вот, если бы Андрей набрал ровно столько баллов, сколько у него было в Красноярске, он бы сохранил свою позицию. Но он набирает на 13 баллов меньше и таким образом пропускает вперед сразу двух спортсменов. Он на третьей строчке на данный момент, а впереди самое главное. На лед приглашается Владислав Дикиджи, Санкт-Петербург. Владислав Дикиджи сегодня стартует с третьей позиции, и отставание серьезное. Такие события остаются в истории, особенно то, как фигурист выходит из ситуации. Катается Влад под ритмичную фортепианную аранжировку «Ночи на Лысой горе» Мусорского. Бель Суоно играет в 6 рук, но только так можно все успеть.
завершает свою произвольную программу Владислав Дикиджи. Очень такой нервный был прокат. Нервный турнир. И нервный турнир, и нервный прокат Влада. Видно, что все Сейчас силы будем- отдал. Сейчас будем разбираться, что же, собственно, было. Ну, Есть плюс- у меня некоторые догадки, почему произошла такая бабочка. Хотелось бы услышать. Да. Ну, плюс-минус, скажем так, что две грубейшие ошибки. Это бабочка в короткой программе и бабочка в произвольной программе. Собственно, это как бы вот самое ужасное, что происходило, так скажем. Ну, правда, для калибра, для спортсмена такого калибра, для человека, для которого четверной луц, даже четверной аксель, ну хорошо, его оставим, но он может его потенциально делать. Но сейчас мы его не рассматриваем. А в контексте этого турнира способен делать и флип, и так далее, и так далее. Вот это просто, это стало неожиданностью для всех нас. Все равно, что ж такое? Аксель. Ну вот они даже смеются над тем, что вот на пустяках. Но я хочу... Все-таки четверной это не пустяк, да, понятное дело. Это один из таких простейших. Миша, для четверных. нас с тобой уже не пустяк, а для Влада Дикиджи, правда, это вот он один из немногих, для кого вот это выглядит настолько легко, но и по силам, по Ничего затратам, на мой страшного. взгляд. Да, конечно, обидно. И, естественно, и первый четверной сальхо в каскаде с тройным тулупом Влад сделал. И во второй части у меня такое предположение. После хореодорожки я прям в глазах его читал, что он Заберите настолько меня отсюда. долго готовится к прыжку. И он начал готовиться к нему слишком заранее. И поэтому, когда настал момент самого прыжка, он просто перегорел. И вот сейчас как раз этот момент на ваших экранах. Ну, интересное предположение. Может быть, так оно Ну и и, есть. Сейчас, конечно может быть, же, даже мы что-то подслушаем. Интересно было бы, да, послушать и понять, как сами трактуют спортсмен, это связка спортсмен-тренер, то, что происходило и в короткой, и в произвольной. Ну хорошо, в короткой, и потом, помнишь, Миша, мы с тобой вчера разговаривали с Владом и сказали, что действительно бортик. А если его немножко так менять, направление, то это может усугубить Но вчера этот прыжок. флипа не было. Сегодня был роскошный. Да, вдоль длинного борта, а не на длинный борт. То есть Ничего это значит страшного, до работает. чемпионата России эти все ошибки доработают. Но хореография, Влад, Доработаем. Олег, хореография, Доработаем. хореография. Это, безусловно, первое место. Набирает он на 12 баллов меньше, чем на предыдущем своем турнире в произвольной. А по сумме 257 он впереди. Вот ориентир на ваших экранах. Плюс флип, бабочка. На лед приглашается Евгений Семененко. На втором месте после короткой программы Евгений Семененко, ученик Алексея и Татьяны Мишиных. Большой гладиатор. По 4 четверных планировали они исполнить с Дикиджи. Владислав свой ход сделал.
Первый вопрос, который возник у меня и у Миши: Женя, что ты делаешь, как ты укрепляешь колени? Потому что каждый раз неистовая борьба за очередной выезд. Да, действительно, после таких прыжков сложно выезжать. Официальный партнер Федерации фигурного катания России на коньках ТЭП-банк восхищается своими клиентами и всеми участниками соревнований. Всем, кто проявил себя на этом льду, ТЭП-банк желает не останавливаться на достигнутом и двигаться только вперед. Ой, с нервом сегодня весь день. Очередной гладиатор. Видать, кто не доделал первый гладиатор, позвали Женю Семененко все-таки добить врага. Изо всех сил пытался Женя сейчас совладать с только возрастающей формой спортивной. Да, мы видим, конечно, что неделю назад в Москве Евгений выступал гораздо лучше. Ну, тем не менее, хочется его похвалить, потому что буквально с первого прыжка, с четверного Ридбергера, который сейчас на ваших экранах, он вот тащил, боролся изо всех сил. Четверной тулуп тоже не безошибочно, но вот такие силовые прыжки, они действительно очень серьезную нагрузку дают на колени, на связки. И мы знаем, что Евгений только-только, можно сказать, оправился от травмы, и тут сразу же такая просто дичайшая нагрузка. Но вот сейчас на повторе был, например, четверной Сальхов, соло-элемент, был недокрут. В протоколе его нет. Ладно, сейчас хочется все-таки отметить красоту костюма. И Алексей Николаевич Мишин предупреждал, что это будет такой нетипичный, очень будет мега яркий костюм. Ну, под стать логике, собственно, здесь, на мой взгляд, все пазлы были на своем месте. Единственное, что какая-то часть этой картины того Жени, чемпиона России, которым мы привыкли его видеть, еще пока вот эта картина подсветка не везде загорелась. Но мы ждем чемпионата России, надеемся, что этого времени для Жени хватит. Хватит, конечно, потому что сейчас у нас только 23 ноября, а чемпионат России будет через месяц. Так что за месяц можно не то что набрать форму, ее можно набрать, потерять и снова набрать. Вновь набрать, да. Но очень длительное время Женя был без соревновательной практики. По-моему, цифра звучала в виде 8, что... 8 месяцев, да. 8 месяцев. И, конечно, зная, что такой багаж соревновательного опыта позади, но все равно его нужно всегда подкреплять. Итак, он второй по произвольной программе, но на зубах буквально вытаскивает минимум второе место в этих соревнованиях, обходит Владислава Дикиджи по сумме 2 программ. Нужно было ему набрать 170, он набрал 171 балл. На лед приглашается Петр Гуменник. Петр Гуменник. Петр первый после короткой программы. Накануне в интервью пообещал пойти на максимум своей произвольной. Это означает 5 четверных. Как вагон разгрузить. Но Петр работы не боится. Итак, сегодня он Онегин. А значит, победитель получается.
Как же хочется, чтобы именно вот так, как вчера, как и сегодня было сделано буквально через несколько месяцев. Это фантастика. И как и вчера, так и сегодня повторю свои же слова, потому что большего я сказать не могу. Это как тяжелый транспортный самолет, который привез тебе и то, и второе, и третье, и компот еще, и десерт. Все, 5 четверных прыжков. Если вот таким образом также, а мы видим сейчас, что 4-й уровень, 3-й уровень на дорожке шаговой. Если вот таким образом будет исполнена эта заявка уже на медаль. Я понимаю, что многие со мной начинают спорить, но мое мнение, я правда восхищен тем, что демонстрирует в этом сезоне Петя Гуменник. Круто! Хотелось бы вот эту форму пронести, как-то удержать. Ну вот, прям хоть с игрушкой выброситься, как я уже один раз говорил много лет назад, на лед. Прости. Ой, это правда какое-то волшебство. Однозначно Петя здесь первый будет на этом турнире, вообще без тут вопросов. уже можно совершенно смело сказать, что Петр первый на сегодняшний день. И этот этап гораздо увереннее, чем неделю назад. И как будто бы, вот что, в общем-то, неделя прошла. Не понимаю, что. Казалось бы, да, в нашем таком длинном сезоне, который с сентября по апрель, неделя — это вообще ничто, но, тем не менее, Я, кстати, Петя... нашел, возможно, ключик и ответ на твой такой внутренний вопрос. Мы же помним, что прекрасно Петя был прекрасен на контрольных прокатах. Дальше он взял условно небольшой отпуск, отдохнул. И, возможно, первый этап для него, московский, стал неким таким зарядкой, отправной точкой. Сейчас форма набирается. Да, набирается абсолютно точно. Конечно же... Презентацию, прости, Вероника Дайнек сегодня выиграла однозначно. Вместе с Москвиной. Да, конечно, потому что когда Петя сделал во второй части программы... Ну вот это посмотрите. Тройной уст, тройной Ридбергер, мы прям все вместе с Вероникой Дайнека подпрыгнули. Итак, при детальном разборе мы видим, что 3 прыжка все-таки ставят судьи недокруг. Да. Но говорю, что очень пограничный всегда выезд у Пети. Такая структура прыжка и тела в том числе. Ну вот так он был научен, вот так он... Доработают.
Ничего страшного, правда. Вот доработают. Маме, папе, братьям. До главного старта в сезоне и до главного, наверное, старта в жизни еще полно времени. И Тамара Николаевна Москвина, конечно же. А ведь могла бы и не присутствовать. Скромно встала сбоку, но стадион не утаил. Но Петя однозначно стал украшением, на данный момент украшением просто этого этапа. Очень крутые, фантастически сложные произвольные программы у девушек. Но Петя из всех мужчин сегодня вот сказал, что есть все-таки порох в пороховницах. Спасибо. Спасибо тебе, Петь. Да, и он действительно вышел и доказал своим катанием, что он не случайно был выбран нашей федерацией для Олимпийских игр. Надеемся. И это абсолютная победа с огромным преимуществом над своими соперниками. Как в произвольной программе, так и по сумме. Около 50 баллов преимущества в сумме двух программ. Поздравляем! Поздравляем Петра, всю его команду и вас, дорогие друзья, что вы это видели сейчас вживую. Ну, видите, как до сих пор не умолкают трибуны здесь, в Омске, в этом Ледовом дворце сказочном, удобном, уютном. Такое Ледовом надо дворце. смотреть вживую. По И телевизору эмоции не те. Ну что ж, Петя Гуменник, больше 300 баллов, Женя Семененко, 263, и на третьем месте Владислав Дикиджи. Ну каков все-таки Евгений? Вот прям выцарапал, да? Но человек не сдается ни при каких обстоятельствах. Это, конечно, тоже школа потрясающая совершенно. Ну и Влад мог бы, да, мог бы сегодня конечно. победить. Я имею в виду подняться Мог и на победить, вторую. все могло быть. Да, все случается, но вот сегодня так. Поздравляем всех спортсменов, огромное им спасибо. А интервью сейчас в Кисенкрай Берут двукратный олимпийский чемпион Максим Троньков и чемпионка мира Женя Медведева. Невероятным прокатом произвольной программы закончились состязания у мужчин. Петр Гуменник выдал что-то историческое, как мне кажется, не только по содержанию, но и по прыжковому контенту. Поздравляю тебя с пятиквадием и с невероятными баллами. Рассказывай, доволен? Понимаю, что да. Да, конечно, доволен. Прогресс налицо. Вот. Расту не по дням, а по часам, получается. Как ты умудрился за 2 тренировочных дня набрать такую форму после этапа в Москве? Ну вот, есть, видимо, такие секреты. Вот Вероника Анатольевна ушла, она бы, может, рассказала, но я сам не удивляюсь. Надо было все-таки ее уговорить остаться вместе с нами. Я тебя тоже лично поздравляю и всю твою тренерскую команду, потому что, ну, если не чудо, то вы действительно проделали невероятную какую-то работу в эти двое суток, пока ты тренировался в Питере. Правда, в голове просто не укладывается. У меня так много вопросов, но я так понимаю, ответов будет действительно мало. Но вообще, какой у тебя вот сейчас план? Я понимаю, что это каждый раз, из раза в раз один и тот же вопрос, но все-таки после такого выступления 311 баллов. Я очень давно не видела таких оценок у нас на внутренних соревнованиях. Это очень круто. Отдых все-таки или нет? Нет, со следующей недели буду усиленно тренироваться. Но тебе 2 дней достаточно, мы это уже поняли. Да, 2 дней достаточно, может там даже 1,5 хватит. Вот, буду продолжать работать над техникой, чтобы прыжки были стабильнее. Вот, чуть-чуть, может быть, программу сейчас не буду катать 1 неделю, а потом к чемпионату России уже буду вовсю готовиться. Надо будет там постараться еще лучше выступить. Рассчитывал на такие баллы? Ну, честно говоря, да, я думал, что вот сегодня встал с утра после тренировки, такое вспомнил совет вчерашний Николая Юрьевича с чистым прокатом и прикинул, что, наверное, при чистом прокате за 200 смогу набрать. Ну так, чисто из интереса решила 5 квадов бахнуть, просто посмотреть, что из этого выйдет. Да, интересно ведь, не правда?
Нет, ну действительно, сегодня просто без единой какой-то помарки, без единой осечки сложилась твоя произвольная программа. Скажи, вот ты когда ехал на последний каскад, это тоже сложнейший элемент. Каскад с Ридбергером не каждый, в принципе, может прыгнуть, а еще и последним прыжковым элементом Это в программе. самый нервный момент в просмотре программы был. И про это я хочу спросить Петра. Прыжок. Для тебя это как было? То есть ты, когда на этот каскад заходил, мы все такие, ну только вот не смажь это впечатление сейчас. А что ты чувствовал? Да, я что-то подобное тоже чувствовал, потому что если взять исторически статистику, то, наверное, это самый мой подлый элемент, который чаще всего может не получиться. Сейчас в моей программе это единственный тройной, поэтому иногда бывает, что я не могу скоординировать. Поэтому тоже заходил с интересом, у меня крутилась мысль, что же будет, неужели смогу чисто прокатать или опять какая-то будет подлянка от луца? Выходил сегодня спокойно или все-таки нервяк и адреналин тебе помог? Ну, вот сегодня катал самым последним, поэтому вообще я думал, что не буду переживать. Но когда там вот под трибунами ходил, и прошло уже полчаса, там 5 спортсменов выступили, то уже начало чуть-чуть сердце колотиться, но это меня только завело. То есть тебе легче все-таки на адреналине, да? Потому что есть спортсмены, которым это действительно помогает, а есть спортсмены, которым приходится это преодолевать. Главное знать подход, что делать в одном и в каждом случае. Если, например, совершенно ты спокоен, то нужно постараться себя взбодрить, попытаться как-то себя ввести в адреналиновое состояние. А если переживаешь, наоборот, успокоиться, подышать. Фанаты вот спрашивали с трибун, откуда шляпа-то взялась? Сам уже не помню, как-то материализовалась. Она каждый раз появляется на лед магическим вышел образом. без шляпы, со льда уже выхожу, смотрю, шляпа на мне. Это шестой хват. Где ты их хранишь? У тебя каждый турнир уже второй сезон эти шляпы кидают твои болельщики. Или ты их это одна и та отвозишь же? домой? У меня уже вся семья, да, ходит в цилиндрах. Когда приезжаю домой, меня там встречают. Петр первый, Петр второй, Петр третий. Помнишь первую мысль, когда встал в финальную позу? Что ты себе сказал? Петя, молодец. Или... Ну, я что-то подумал, можно ли, вот нам советовали перед тем, как перед 6-минуткой нам сказали, торопимся чуть-чуть, трансляция опаздывает, поэтому долго не кланяйтесь, поскорее бегите сюда. А Побыстрее со льда решил уйти. я так запыхался, думаю, интересно, если я там чуть-чуть еще проедусь, это, наверное, не страшно будет. Вот, я об этом думал. Впереди чемпионат России, у тебя есть серебро, есть бронза. Замахнешься... Мини-чемпионат России, кстати, сегодня ты выиграл. Замахнешься, может, уже на золото, наконец, с таким-то катанием. Да, я собираю все места, у меня уже есть 2-е, 3-е, 4-е, 5-е, там какое-то 10-е. Так что, ну, хочется, на самом деле, для этой коллекции 1-е собрать. Что ж, мы тебе этого желаем, всячески за тебя болеем. Сегодня ты огромный молодец. Мы тебя отпускаем. Ждем всех в Санкт-Петербурге в декабре, где в родном городе Петра, где пройдет чемпионат России и где он постарается все-таки уже золотую медаль завоевать. Спасибо, Петь, за это катание. Жму руку, ты большой молодец. Спасибо вам. Ну, а мы ждем в нашей студии Анну Щербакову, которая уже к нам присоединилась. Тоже, я уверен, под впечатлением от того, что выдал сегодня Петя. Давай, наверное, от главной сенсации этих за 300 баллов. Начнем с Петра. Да, конечно, Петя определенно умеет удивлять. Еще вчера мы говорили о том, что буквально неделя между двумя этапами прошла. Учитывая все переезды, тренировок, я думаю, было не так много. И вчера мы поражались, как в короткой такой большой шаг вперед, но в произвольной. Честно, без слов вообще оставил всех нас. Только слова восхищения. 116 баллов за технику. И это при том, что я сидела рядом с комментаторской позицией и видела, что отметили ему некоторые недокруты на прыжках. То есть это еще не предел. Поэтому сегодня, конечно, незабываемые впечатления.
Некоторые недокруты — это, наверное, тройной аксель во второй половине Во второй программы. половине программы на 3 последних элементах, собственно, на четверном сальхове, на тройном акселе и на каскаде Луц Ридбергер 3Q стоит в протоколе, поэтому, конечно, оценка чуть ниже, чем она могла бы То есть, быть. получается, порядка 3,5-4 баллов можно было еще Я думаю, и набрать. больше даже, баллов 5 точно. Ну, там еще плюс GUE были бы побольше. Это, конечно, очень интересно. Все остальные элементы тоже по 4 уровням? Или еще есть Дорожка что доработать? 3 уровня, насколько я помню, вращение все 4. То есть это не предельные, в принципе, баллы для Петра. Что поражает, Вау. да, что это еще не предел. Ждем 320 баллов в Петербурге на чемпионате России. Кто сегодня еще из ребят тебя, может быть, расстроил, а может быть, наоборот, порадовал своим катанием? Ну, конечно, я не буду скрывать, что Петя катался последним, и это, мне кажется, затмило все предыдущие эмоции и впечатления. Сегодня Петя, правда, был прям вот в другой лиге. Никто не смог навязать ему прям конкуренцию. Но, конечно, второе, третье место — это Евгений Семененко и Влад Дикиджи. Очень достойные прокаты показали. И вот между ними борьба была. Влад вновь, наверное, удивил, потому что до этого он нас приучил к своим чистым прокатам. И что в короткой программе неожиданно грубая ошибка бабочка, что в произвольной программе та же самая ошибка бабочка. Да, это неожиданно, но мне кажется, что он вновь проявил себя, свой спортивный характер, потому что мне показалось, что очень он сегодня устал, во второй половине дорожка уже прям тяжело ехал. И несмотря на это, да, бабочка на сальхове, но он не развалил программу, он не позволил себе допускать каких-то помарок на всех прыжках, спотыкаться. Нет, он вот все, что мог, доделал, поэтому мне кажется, что тоже это было очень достойное катание. Ну и Женя Семененко тоже, наверное, тяжеловато 2 этапа подряд, тем более после травмы. Точно так же, как и в Москве, боролся за каждый элемент. Просто сегодня, ну, чуть хуже, чем в Москве. Все-таки более грубые ошибки были. Ну что ж, спасибо тебе за этот разбор. Полетов по-другому и не скажешь наших мужчин-одиночников. Действительно, поздравляем еще раз всю тренировочную команду Петра Гуменника. Классную работу ребята в этом сезоне проводят. И продолжает он радовать не только нас, но и любителей, и всех болельщиков нашей страны таким своим катанием. Мы ни в коем случае не прощаемся. Впереди выступление спортивных пар. Я бегу на комментаторскую позицию, а потом возвращаюсь сюда, где мы с Евгением подведем не только итоги соревнований спортивных пар, но и вообще итоги серии Гран-при России, потому что буквально через час закончится эта серия, как бы грустно это ни звучало. Оставайтесь с нами, смотрите фигурное катание на Первом канале.